Представь, копаешь огород. Лопата входит в землю, как обычно, и вдруг звук другой. Тяжелее как-то. Ни земля, ни камень, что-то плотное, холодное. Поддеваешь, и в руках металл. Или кость. Или что-то темное, тяжелое, покрытое землей и временем. В Европе таких историй тысячи. Там металлоискатель давно стал частью выходного дня. Взял, поехал в поле, покопал. Но что, если опустить лопату в Южной Америке? Там, где под землей лежат не римские монеты и не викингские клады, а золото даимкских царей, тайники колониальных офицеров, гробницы цивилизаций, о которых мы еще не знаем почти ни слова. Южная Америка работает иначе. Здесь не ходят по полям с металлоискателем в выходной. Здесь земля открывается сама. Когда роешь траншею под газопровод, когда кладешь плитку в старом доме, когда бульдозер снимает верхний слой под строительство, когда дренажная канава у монастыря упирается во что-то твердое. Земля открывается, и вопрос в том, кто окажется рядом и что с этим сделает. 15 историй, 9 стран. Все это реальные находки. В огородах, на полях, в подвалах, под полом, в котлованах. Некоторые переписали историю цивилизаций, некоторые закончились убийством. Некоторые хранятся сейчас в музеях чужих стран и до сих пор не возвращены. Среди этих 15 есть все. Тихие семейные тайны, в которых хозяин унес секрет с собой в могилу, великие открытия, которые случились только потому, что кто-то успел добраться раньше мародеров, и трагедии, когда 4 тонны истории ушли в Тигель за 3 дня. Будет и самая старая мумия в мире, которую продолжают откапывать прямо сейчас, под жилыми домами живого города. Поехали! И еще одно, прежде чем начать. В Южной Америке нет черно-белого деления на хороших археологов и плохих мародеров. Есть крестьянин, который нашел золото в своей земле и не понимает, почему государство должно его забрать. Есть ученые, которые знают, что каждый предмет без контекста — это мертвый предмет, который уже ничего не расскажет. И есть история, которая стоит посередине, как всегда. В 2004 году перуанская газовая компания «Калидда» начала прокладывать подземный газопровод в Лиме. Задача — соединить несколько жилых районов, зарать трубы на глубину 1,5–2 метров, запустить газ. Обычный городской инфраструктурный проект. Многомиллионная столица, обычные рабочие, обычные экскаваторы. Никто ничего особенного не ждал. Уже в первые месяцы первая остановка. Экскаватор поднял из земли глиняный кувшин. Целый, нетронутый, с пробкой из листьев. Потом еще один. Потом фрагмент керамической стены. Потом кости. Одна кость, потом еще одна, потом целый скелет в позе эмбриона, завернутый в истлевшую ткань. Приехали археологи, осмотрели, переглянулись. Оказалось, вся Лима стоит на слое древних захоронений. Буквально вся. Под асфальтом, под дворами, под жилыми домами, под парковками тысячи лет истории в 1,5 метрах под поверхностью. Культуры сменяли друг друга, каждая строила поверх старого и хранила своих мертвых рядом с домами. Потом приходили новые люди и делали то же самое. 10 веков за 10, слой за слоем, город на городе. Лима стоит здесь уже несколько тысяч лет. Не один город, много городов, один поверх другого. И пока строился последний, все предыдущие тихо лежали под ногами жителей, под их огородами, под их дворами. Ждали. Компания не остановила проект, просто выработала протокол. На каждый метр траншеи сначала осмотр. Если что-то появляется, вызов специалистов, документация, фотофиксация, только потом продолжать. Работа замедлилась, зато каждый метр стал открытием. За 20 лет, с 2004 по 2025 год, при прокладке одного только газопровода нашли более 2200 даингских предметов. Керамика, украшения, инструменты, погребальные сосуды, изделия из меди и золота. В среднем несколько находок каждый месяц. Просто при рытье газовых труб в жилом городском квартале. В июле 2025 года очередная траншея в одном из районов. Рабочие добрались до глубины 1,5 метров. Нашли 2 нетронутые гробницы. Возраст около 1000 лет. Культура Чанкай, люди, жившие здесь за несколько веков до прихода инков. Внутри 4 керамических сосуда, 3 высушенных плода тыквы-горлянки и 1 человек. Спал под чужим домом последние 10 столетий. Жители Лимы давно привыкли к этому.
Открывают новый ресторан, находят погребение. Ремонтируют дорогу, вскрывают культурный слой. Строят метро, работы встают на год. Весь город – одно большое кладбище. Никто не знает точно, что именно где лежит, пока не начнут копать. Провинция Энтре-Риос. Небольшой город Вилья-Уркиса, 2008 год. Один из местных жителей решил сделать дома ремонт. Не грандиозный – поднять старый пол, заменить прогнившие трубы, переложить плитку. Старые аргентинские дома – это толстые стены, глиняные полы, столетняя история в каждом сантиметре кладки. Ничего необычного не предвиделось. Под одной из плиток лопата ударила в твердое. Не камень, звук другой, глухой. Покопал глубже, горшок. Глиняный, плотно запечатанный, тяжелый. Потряс, изнутри металлический перезвон. Внутри больше 2000 монет. Серебро и медь вперемешку. Испанские колониальные монеты разных монетных дворов. Потоси, Лима, Мехико, Мадрид. Самые старые датированы XVIII веком. Самые свежие – середины XIX. Кто-то собирал их долго, методично, монету за монетой. Хранил здесь, жил рядом. XIX век в Аргентине – это десятилетие непрерывной нестабильности. Страна металась между федералами и унитариями, между каудильо, провинцией и центральным правительством. Армии несколько раз проходили через каждый крупный город. Деревни грабили по несколько раз за одно поколение, банков почти не было. Доверие к тем редким банкам, что существовали, еще меньше. Люди прятали сбережения в горшках под полом, закапывали в огороде, замуровывали в стены. Горшок под плиткой – это банковский счет, который не мог заморозить ни один переворот. Надежный, невидимый, молчаливый. Хозяин этого горшка не вернулся. Или вернулся, но уже не мог взять. Может, умер внезапно, не успел передать. Может, не доверял никому настолько, чтобы сказать. Монеты пролежали в земле 1,5 века. По аргентинскому закону о кладах они уходят государству. Сейчас хранятся в историческом музее провинции Энтре-Риос. Горшок под полом – не аргентинское изобретение. В Перу, в Боливии, в Колумбии, в Мексике, везде, где прошла испанская колонизация и где банков не было или им не доверяли, люди поступали одинаково. Это универсальная логика. Если не знаешь, кто придет завтра и что он сделает с твоими деньгами, закопай их там, где знаешь только ты. Мы находим эти горшки до сих пор, просто потому, что людей больше нет, а горшки есть. Уругвайский город Минас. Небольшой, тихий, один из старейших во внутренней части страны. Каменные дома, черепица, узкие улицы, которые почти не менялись с XIX века, место, где время идет немного медленнее. Строители делали ремонт в одном из таких домов. Работа обычная – поднять старую половую плитку, проверить основание, переложить заново. Под одной из плиток глухой металлический стук. Под ней слой грунта, утрамбованный, плотный, явно тронутый руками. В полу оказался горшок с золотыми монетами. Следствие восстановило историю по документам. Хозяин дома умер внезапно в 1930 году. Один, без семьи рядом, без предупреждения, без разговора с кем-то близким. В те годы по всей Латинской Америке банки были делом ненадежным. Великая депрессия добралась и сюда. Закрытые банки, валюты, потерявшие половину стоимости за год. Паника. В такие времена люди держали деньги при себе. Под полом надежнее, чем в сейфе банка, который может не открыться завтра. Надежнее, чем в чулке. Но под плиткой, в горшке, в своем доме, это знаешь только ты. Хозяин знал, где его золото, просто не успел передать это знание кому-то другому. Умер, и тайна осталась в полу. Монеты ждали под плиткой почти 100 лет. Строители, делавшие ремонт за эти годы, проходили буквально по ним, не знали. В Уругвае закон о кладах работает четко. Половина государству, половина нынешнему владельцу недвижимости. Так что кто-то получил неожиданный подарок от незнакомца, умершего еще до их рождения. Уругвай, 1930-х. Страна небольшая, но экономически интегрированная в мировую систему. Кризис ударил по всем. Для состоятельных горожан, державших деньги в банках, это было особенно болезненно. Несколько уругвайских банков заморозили вклады или обанкротились в течение нескольких лет. Золото вне банковской системы, в буквальном смысле под полом, оказалось надежнее любого вклада.
Человек, умерший в 1930 году в Миносе, сделал правильный финансовый выбор, просто не успел воспользоваться его плодами. Провинция Сан-Луис, 2016 год. Плановые раскопки на месте форта Конституциональ, одного из укреплений колониальной эпохи, стоявшего здесь с конца XVIII века. Форт давно не существует, только земля, документы и легенды. В земле кожаный мешок. Сгнивший, расползающийся в руках, но форму удержавший. Внутри больше 500 монет. Золото и серебро. Чеканка Испании и ранней Американской республики, конец XVIII – начало XIX века. Историки датировали находку и сопоставили с документами. Картина сложилась быстро. Монеты, по всей видимости, закопал кто-то из гарнизона в период британских вторжений 1806 и 1807 годов. Это малоизвестный за пределами Аргентины эпизод. Британская империя дважды атаковала вице-королевство Рио-де-ла-Плата. Сначала взяла Буэнос-Айрес в 1806 году и потеряла его через 46 дней. Потом попробовала снова и снова отступила. Оба раза местные ополченцы выгнали регулярную армию без особой помощи из Мадрида. Но в те месяцы паника была настоящая, никто не знал, чем кончится. Солдаты и офицеры прятали ценности на случай разграбления, плена, вынужденного бегства. Закапывали быстро в темноте, запоминая ориентир. Дерево у ворот, угол казармы, третий камень от забора. Ориентир исчез, или человек не вернулся, или погиб. Мешок пролежал в земле больше 200 лет и нашелся в плановой экспедиции, которую изначально никто не связывал ни с каким кладом. Британцы потеряли в той авантюре несколько тысяч пленными. В Лондоне разразился политический скандал. Уличные бои в Буэнос-Айресе в 1807 году стали одним из первых сигналов о том, что Испанская Америка готова защищать себя сама, без помощи из Мадрида. Мешок с монетами нашелся у стен форта, который в те годы был нервным центром обороны. Кто именно закопал его, офицер, рядовой или кто-то из мирных жителей, неизвестно. Но ощущение понятно: когда не знаешь, останешься ли жив завтра, монеты лучше закопать. Провинция Буэнос-Айрес. Городок Сан-Антонио-де-Ареко, известный в Аргентине как столица гаучо и пампасной культуры. 1991 год. Группа археологов ведет плановые раскопки на месте, которое в документах числится как старое поместье. На глубине меньше метра деревянный сундук. Старый, напитанный влагой, с позеленевшими металлическими скобами. Не распался только потому, что земля здесь сухая. Внутри более 10 тысяч монет, серебро и золото. Монетные дворы нескольких стран, несколько веков чеканки. Испания, Мексика, Перу, Боливия. Самые старые – 17 век. Самые поздние – середина 19-го. Это не случайная коллекция. Кто-то собирал ее целенаправленно, монету за монетой, десятилетиями. Хранил как капитал. Зарыл, не вернулся. Историки нашли имя. Документы указывали на генерала Лусио Норберто Мансильо, аргентинского военного командира, участника битвы при Вуэльта-де-Облигадо в 1845 году. В том сражении аргентинские силы в одиночку остановили совместную военно-морскую экспедицию Британии и Франции на реке Парана. Мансильо получил часть суммы как военное вознаграждение. После битвы он прожил еще несколько десятилетий. Видел смену правительств, перевороты, периоды гиперинфляции. Деньгам в банке не доверял. Закопал в землю, как делали все умные люди его поколения. Умер. Не сказал никому. Или сказал, но тот, кому сказал, тоже ушел. Сундук лежал в земле почти 1,5 века. Сейчас коллекция хранится в Национальном историческом музее Аргентины в Буэнос-Айресе. Один из крупнейших нумизматических кладов в истории всей Латинской Америки. Битва при Вуэльта-де-Облигадо сегодня – государственный праздник Аргентины, 20 ноября, День суверенитета. Объединенная англо-французская эскадра из 11 кораблей пробивалась вверх по реке Парана, рассчитывая открыть ее для свободной торговли и фактически взять провинции под внешнее управление. Аргентинские артиллеристы сражались несколько часов. Потери были серьезными, но эскадру остановили. Мансильо получил часть денег как вознаграждение от правительства Рососа и с тех пор хранил их так, как привык хранить все ценное. Самый юг Аргентины. Остров Огненная земля.
Место, куда нормальные люди в конце XIX века не ехали без крайней нужды. Ветер, туман, холод, почти полная темнота зимой. До ближайшего крупного города сотни километров по воде. До Антарктиды пара сотен. Ничего интересного, если не считать овец и диких просторов. В 1889 году сюда добралась британская горнодобывающая компания. В документах ее часто называли просто «Парамо» по одному из участков. Рассчитывали на уголь и металлы. Южная конечность Америки должна была скрывать богатые залежи. Для расчетов с рабочими внутри компании выпустили собственные монеты. Золото, небольшой тираж, ровно 300 штук. Монеты ходили только внутри компании. В магазине при шахте, в столовой, между работниками. За ее пределами они не имели никакого официального курса. Для шахтеров это была их зарплата, их накопление, их маленькое состояние. Все, что у них было на этом краю земли. В 1897 году компания закрылась. Убыточно. Уголь оказался слишком глубоким, металл слишком бедным, логистика слишком дорогой. Рабочие разъехались. Часть монет ушла с ними на материк. Кто-то хранил как сувенир, кто-то пытался продать. Но не все. В 2016 году при земляных работах на острове нашли тайник. Все 300 монет в одном месте. Кто закопал, когда и зачем, неизвестно. Может, кто-то из сотрудников компании скупал их перед закрытием, зная, что они станут редкостью. Может, спрятал перед отъездом и не смог вернуться. Эти монеты — единственные когда-либо выпущенные на огненной земле. Их нет нигде больше в мире. Номинальная стоимость в момент выпуска — корпоративный жетон. Историческая — бесценна. 300 монет в одном тайнике — это очень конкретное число для очень конкретного тиража. Кто-то не просто спрятал часть своих денег, кто-то собрал весь тираж целиком. Это либо человек с доступом к кассе компании, то есть кто-то из руководства, либо человек, который целенаправленно скупал монеты у коллег, понимая, что они станут редкостью. В 1897 году, когда компания закрывалась, это было бы несложно. Шахтерам нужны были реальные деньги на переезд, а не корпоративные жетоны бывшего работодателя. За бесценок отдавали. Кто-то это предвидел. Самый север Чили, портовый город Арика у самой границы с Перу. Вокруг пустыня Атакама, место, где дождя не было несколько тысяч лет. Воздух здесь сухой настолько, что дерево не гниет, ткань не рассыпается, тело не разлагается. Природная консервация. Когда в Арике строят новые дома, в фундаментном котловане иногда появляются мумии. Необразно, буквально. Экскаватор снимает слой грунта, и на глубине 1–1,5 лежат завернутые в тростник тела. Черные от времени. Позы разные. Кто-то сидит, кто-то лежит на боку. Лица покрыты глиняными масками с прорезями для глаз. Это чинчорро. Культура, жившая на этом Тихоокеанском побережье за несколько тысячелетий до инков и задолго до фараонов Египта. Их мумии самые древние из намеренно сделанных человеком на всей планете. Старше египетских на 4000 лет. Чинчорро не были большой цивилизацией с городами и дворцами. Рыбаки, охотники, люди побережья. Но к своим мертвым они относились с исключительным вниманием. Разбирали тела после смерти, снимали кожу, убирали внутренности, укрепляли скелет деревянными прутьями, набивали растительными волокнами и пеплом, возвращали на место. Лицо покрывали маской из глины и охры, красной или черной. Потом хоронили прямо рядом с жильем, в нескольких метрах от того места, где жили. Почему, точно неизвестно. Может, считали, что мертвые должны оставаться рядом с живыми. Может, это был способ сохранить связь с предками. Традиция, уходящая в глубину тысячелетий. Весь современный город Арика стоит на этом некрополе. В 2004 году сильное землетрясение вызвало оползни, грунт сполз и вскрыл новый слой захоронений прямо под жилыми домами. Серебряные украшения, керамические сосуды, наконечники копий, ткани, сохранившиеся за 3000 лет, все это просто лежало в земле под улицами, под магазинами, под чужими дворами. В 2021 году мумии Чинчорро внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Арика официально стала музеем под открытым небом. Каждая новая стройка здесь — это сначала раскопки. Всегда. Исследователи до сих пор спорят, почему Чинчорро мумифицировали своих мертвых. Одна из гипотез практическая. В этой экстремальной среде тела и так не разлагались. Люди это видели и решили усилить процесс намеренно.
Другая – социальная. Мумифицированные предки оставались частью общины. Их переносили с места на место, показывали детям, советовались с ними. Мертвые не уходили, они оставались. В этой логике хоронить мумию рядом с домом совершенно естественно. Это не кладбище, это другая часть семьи. Парагвай. 1864-1870 год. Война Тройственного альянса. Маленькая страна, которую атаковали сразу три соседа – Аргентина, Бразилия и Уругвай. Войну развязал парагвайский диктатор Франсиско Солано Лопес. Независимо от причин, результат был катастрофическим. Когда война закончилась, Парагвай потерял по разным оценкам от 60 до 90% мужского населения. Деревни опустели, поля заросли. Усадьбы стояли открытые, без хозяев, без заборов, без кого-либо, кто мог бы о них позаботиться. Страна превратилась в пустоту. Но до того, как все это произошло, люди прятали, быстро, в темноте, под страхом. Офицеры закапывали полковые кассы у дорог. Состоятельные семьи зарывали в садах серебряную посуду, украшения, монеты, все, что можно было спрятать. Женщины с детьми, бежавшие на север, делали краткие остановки у железной дороги. Выходили из переполненных вагонов, отходили на несколько шагов, копали голыми руками. Прятали последнее, в надежде вернуться. По-гуарани это называется плата и выгуй, закопанное серебро. Не просто слово, а целая культура ожидания. Ценность, которую спрятали до лучших времен и которая ждет. С тех пор прошло 1,5 века. Парагвайцы до сих пор копают. В огородах, под полами старых домов, в полях, у старых насыпей иногда находят монеты XIX века, настоящие, колониального периода. Иногда серебряные ложки, иногда ничего. В 2013 году группа кладоискателей в пригороде Асунсьона получила официальное разрешение на раскопки. По их данным, полученным с геофизическими датчиками, под участком лежат 13 тонн золота. Привезли бульдозеры, копали до 25 метров в глубину. Нашли стальной ящик. Что внутри, официальная версия не сообщает до сих пор. Плата и выгуй – это не совсем миф. Это культурная реальность. Каждый, у кого есть старый огород и свободные выходные, хотя бы раз берет лопату. Потому что иногда действительно находят. Боливия. Альтиплано. Высокогорное плато у озера Титикака. Почти 4000 метров над уровнем моря. Тонкий воздух, яркое слепящее солнце, ночные морозы. Место суровое, красивое и почти пустое, если не считать маленьких деревень у воды. Деревня Лукурмата. 1000 лет назад здесь стоял один из городов цивилизации Тиуанако, культуры, которая выстроила монументальные каменные комплексы задолго до инков. Огромные ворота, точно выровненные по горизонту. Скульптуры высотой с человека. Сеть каналов и приподнятых полей, позволявших выращивать картошку и киноа на почти непригодной для земледелия высоте. Цивилизация, которая процветала здесь несколько столетий и исчезла около 1000 года нашей эры. Почему? Точно неизвестно. Климатический коллапс, столетняя засуха, внутренние войны. Ушли. Сегодня местные крестьяне сажают на этих землях картошку и киноа. На своих чакрах, небольших участках, которые семьи возделывают из поколения в поколение. Плуг иногда задевает что-то твердое, поднимают обломок черепка, мелкая глиняная фигурка, бронзовая застежка, иногда украшения, серебро, медь, изредка что-то из золота. Сдавать властям никто не спешит. Есть цепочка. Местные скупщики, потом Ла-Пас, потом рынки Европы и США. Боливийские ученые знают об этой системе, пишут статьи, добиваются законов. Пока с ограниченным результатом. Один крестьянин как-то сказал приехавшему археологу: «Эта земля кормила моих дедов, кормит меня. Что в ней лежит, мое тоже». Поспорить логически сложно, но каждый фрагмент, уходящий на черный рынок, это кусок истории, который исчезает навсегда. Без записи, без контекста. В чьей-то частной витрине без имени и без даты. Тиуанако – одна из самых загадочных цивилизаций Южной Америки. Они построили Пуэрто-дель-Соль, ворота солнца, из цельного каменного блока весом около 10 тонн, украшенные сложнейшим рельефом. Они создали систему земледелия на приподнятых полях, которую современные аграрии пытаются возродить как более эффективную на этих высотах.
и они исчезли примерно в то же время, когда в Европе заканчивалась эпоха викингов. Их наследники живут здесь до сих пор. Аймарский народ считает себя потомками строителей Тиуанака и продолжает пахать на их руинах. Бразилия. Город Сан-Луис, штат Мараньян, северо-восток страны. 2019 год. Строительная компания начала рыть котлован под жилой дом. Стандартный участок в черте города, в документах обозначенный просто «ферма Розане» по имени дочери бывшего хозяина. Ничего особенного, стройка как стройка. На глубине около 2 метров экскаватор задел кость, длинную, человеческую. Работы остановили, вызвали специалиста, археолога Веллингтона Лаже из местного федерального университета. Тот приехал, осмотрел, позвонил коллегам. Через несколько дней на участке работали 27 человек. Археологи, физические антропологи, химики, геолог, историк, документалист с камерой. Копали 4 года. Нашли 43 человеческих скелета и больше 100 тысяч артефактов. Керамика с нанесенными вручную узорами, каменные инструменты разных эпох, кости животных со следами разделки, остатки кострищ, украшения из ракушек, семена культурных растений. Слой за слоем, культура за культурой. Каждый слой — отдельная эпоха, отдельные люди. Самые верхние слои — несколько тысяч лет, самые глубокие — до 9 тысяч лет назад. 9 тысяч лет назад в этом месте уже жили люди. Оседло, с развитой керамикой и явными ритуальными традициями. Это на 2500 лет раньше, чем ученые считали возможным для данного региона. Находка сдвинула хронологию заселения северо-востока Бразилии. Переписала несколько глав учебников по доколумбовой Америке. Что особенно важно в этой находке, не только возраст, важна степень сохранности. Сухой климат северо-востока Бразилии создал условия, при которых органические материалы не разложились полностью. Семена культурных растений сохранились настолько, что удалось провести анализ рациона людей, живших здесь 9 тысяч лет назад. Эти люди ели рыбу, собирали моллюсков, охотились. По крайней мере, исследователи нашли следы обработки некоторых растений. Это еще один сдвиг в понимании. Оседлость и земледелие в регионе появились гораздо раньше, чем считала наука. Веллингтон Лаже сказал в одном из интервью: «Мы открыли город, существовавший здесь до того, как появились все те цивилизации, которые мы привыкли называть первыми». Строительство на участке официально остановлено. Котлован под жилой дом превратился в один из важнейших археологических объектов Бразилии. Эквадор. Горный город Сиксик в провинции Асуай-Анды. Небольшой, тихий, окруженный склонами высокогорного луга. 1889 год. Местный житель копал дренажную канаву рядом с городским монастырем, отвести воду от фундамента, чтобы стены не сырели. Работа механическая, несложная. Лопата вошла чуть глубже обычного, ударила в металл. Человек расчистил землю руками. Увидел золото. Украшения, диски, браслеты, фигурки. Лежали аккуратно, явно уложенные намеренно. Достал несколько предметов. Рассказал соседу, просто потому что удержаться было невозможно. Сосед рассказал еще одному. К рассвету следующего дня на месте уже толпились люди с лопатами и кирками. Когда ученые добрались до Сиксига, было поздно. Большую часть золота расплавили в тиглях местных кузнецов и ювелиров прямо в городе, той же ночью. Жидкое золото в слитках куда проще везти и продавать. То, что не расплавили, разошлось по рукам и ушло за границу. Несколько предметов все же удалось изучить. Они оказались погребальными украшениями культуры Чарделек, индейской цивилизации, процветавшей в этих горах 1000–1500 тысяч лет назад. Местные мастера были известны в доколумбовой Южной Америке своим ювелирным искусством, золотым и серебряным литьем тончайшей работы. 2 гробницы. В одной около 44 фунтов золота, в другой больше 200. От одного из крупнейших кладов в истории Южной Америки осталось несколько десятков предметов. Остальное — в тиглях, навсегда. Культуру Чарделек иногда называют золотыми мастерами Анд. Их украшения встречаются в музеях по всему миру, но редко, всегда без контекста и без истории. Потому что большая часть того, что они оставили, ушла в переплавку еще в XIX веке, задолго до любых законов о культурном наследии. Клад в Сиксиге был крупнейшей задокументированной находкой их работ, мог бы перевернуть понимание этой культуры, но его сплавили в тиглях за одну ночь, раньше, чем кто-то из ученых успел доехать. Перу.
Регион Ламбаеки. Засушливая равнина в нескольких часах от Тихоокеанского побережья. Плоская, бурая, почти голая. На ней 30 больших холмов правильной приплюснутой формы. Искусственных. Их называют уаки, сакральные места. Это Батан-Гранде, бывший священный город цивилизации Сикан. В X-XI веках нашей эры здесь жили и работали мастера, умевшие делать золото лучше, чем кто-либо в регионе. Их правители носили золотые маски с закрытыми глазами, лицо другого мира. Они хоронили правителей в холмах глубоко, с золотом, с церемониальными предметами, с людьми, которые сопровождали их смерть. Потом случилось мощное наводнение, предположительно вызванное Эль-Ниньо около 1100 года. Город оставили. Пришли инки, потом испанцы, потом фермеры. В 1970-х годах перуанская земельная реформа распределила эти угодья среди крестьянских общин. Люди стали пахать прямо на холмах. Иногда плуг задевал что-то твердое, вытаскивали черепок, бросали в сторону. Иногда приходили уакера с лопатами, копали ночью, продавали, что находили. Японский ученый Идзуми Симада следил за Батан-Гранде с 1978 года. Понимал, если не успеть раньше мародеров, не успеть вообще. В 1991 году получил разрешение копать в Уакалоро, одном из холмов, который еще не тронули. В конце сезона на большой глубине нашли нетронутую гробницу. Больше тонны предметов, золотые маски, церемониальные ножи туми в форме человеческой фигуры с полулунным лезвием, украшения из сплавов с точностью состава до процента. Все это лежало в земле, пока над ним паслись коровы и росла кукуруза. Для находок построили отдельный музей в Фериньяфе. Несколько соседних холмов к тому времени уже успели разровнять под поля. Идзуми Симада потратил на Батан-Гранде больше 20 лет, не один сезон, десятилетия. Возвращался каждый год. Его главный аргумент к местным общинам был прагматичным. Если место станет охраняемым объектом, появятся туристы, появятся деньги, появятся рабочие места. Это сработало не сразу, но постепенно часть холмов взяли под охрану. Сегодня Батан-Гранде – национальный исторический заповедник. Несколько уак по-прежнему открыты для раскопок. Несколько уже навсегда уничтожены. Деревня Сипан. Регион Ламбаеки, Северное Перу. Ноябрь 1986 года. Безработный автомеханик Эрниль Берналь слышал от отца: в холме есть золото. Местные давно знали про Уак-Арахада, большой земляной курган у деревни. Говорили, там что-то лежит. Официально никто не копал. Берналь собрал группу, ночью с лопатами тихо начали. В феврале 1987 года наткнулись на слой необожженных кирпичей. За ним первая камера. Запах старого дерева и окисленного металла. Золото, серебро, медь. Много. Несколько ночей они грузили находки в рисовые мешки, уходили до рассвета, договорились о дележке, потом поспорили о дележке, потом один из участников позвонил в полицию. Не из принципа, из обиды на неравную долю. Приехал Вальтер Альва, директор Брюнингского музея в Ламбайке. 37 лет. Посмотрел на изъятые предметы, понял, это не просто рядовая могила. Масштаб, качество, сложность — другой уровень. Альва остановил разграбление. Начал копать с научной командой. Денег почти не было, собрали $900 у местных жертвователей. Жили на пожертвованных макаронах и пиве. Полиция охраняла место от новых попыток мародерства. Осенью 1987 года нашли гробницу, которую уакера не успели тронуть. Глубже, защищеннее, запечатанную лучше. Правитель цивилизации Мочика, умерший около 300 года нашей эры. 451 предмет. Золотые нагрудники весом в несколько килограммов, огромные серьги в форме голов воинов, маски, скипетры с мифологическими сценами. 8 человек, похороненных рядом. Воины, слуги, женщины. Вальтер Альва назвал его повелителем Сипана. Это одна из богатейших нетронутых гробниц, когда-либо открытых в западном полушарии, сопоставимая по значимости с гробницей Тутанхамона для своей культуры. Для нее построили специальный музей в Ламбаеке. Альва стал национальным героем Перу. Эрниль Берналь отбыл срок за мародерство. История Сипана имела неожиданное продолжение.
Часть предметов, вывезенных у Акера той ночью, ушла за границу, осела в США и Европе. Вальтер Альва начал международную кампанию по их возврату. Переговоры с коллекционерами, Интерпол, судебные иски. Несколько вернули добровольно, несколько по решению судов. Этот случай стал одним из первых прецедентов, когда латиноамериканская страна целенаправленно и успешно добивалась возврата разграбленного наследия. Следующая история о том, как это работает, когда страна все сделала правильно. А золото все равно не вернут. Регион Киндио, Западная Колумбия. Предгорье Анд, кофейные плантации, Красная земля. 1890 год. Группа Уакера нашла в поле у городка Филандия 2 захоронения. Культура Кимбая. Возраст от 1500 до 2000 лет. Внутри 433 золотых предмета. Фигурки людей в натуральном стиле, с лицами, жестами и позами, переданными с удивительной точностью. Ритуальные фляганы папаро, сосуды для извести, которые жевали вместе с листьями коки, тонкой работы с гравированными геометрическими узорами по всей поверхности. Ожерелья, маски, подвески, шлемы. Все из высококачественного золотого сплава. Уровень работы, который специалисты до сих пор называют одним из высших достижений доколумбовой металлургии Америки. Колумбийское правительство выкупило находки у Уакера, разместило в музее, а потом подарило испанской королеве Марии Кристине. В знак благодарности Испания незадолго до этого выступила арбитром в территориальном споре между Колумбией и Венесуэлой. Дипломатический жест. Подарок, который казался уместным. 133 ключевых предмета из коллекции до сих пор хранятся в Музее Америки в Мадриде, остальные в разных испанских учреждениях. Колумбия требует вернуть. С 1890 года, 1890 дипломатические ноты, переговоры на высшем уровне, судебные иски, апелляции в ЮНЕСКО. В 2024 году очередное официальное обращение к правительству Испании. Ответ из Мадрида – молчание. Золото Кимбая нашли в колумбийской земле. Его сделали колумбийские мастера. Оно принадлежит колумбийской истории. Оно в Испании. Уже 134 года. Эта история особенно неудобна потому, что передача золота была совершенно официальной. Ни кража, ни контрабанда, государственный дар на государственном уровне. Колумбийское правительство само добровольно подписало бумаги и передало лучшие доколумбовые артефакты страны в иностранный музей. Международное право здесь работает плохо. Испания апеллирует к тому, что вещи были подарены, а не украдены. Колумбия настаивает, что правительство 1890 года не имело права дарить национальное культурное достояние. Спор не имеет простого юридического решения, только политическое, которого пока нет. Октябрь 1992 года. Долина Кауки, Западная Колумбия. Асьенда Малагана у города Пальмира. Плантация сахарного тростника, ровные ряды, механизированная уборка. Обычный день. Тракторист сел за рычаги, начал пахать. Земля ушла вниз, трактор накренился и провалился в яму. Человек выбрался, огляделся. В стенках ямы что-то блестело. Золото. Он достал несколько предметов, завернул, тихо съездил в Пальмиру, нашел скупщика, продал. Вернулся, взял еще. Но слухи не удержишь. Через несколько дней в соседних деревнях уже знали, на Малагане золото. Через неделю туда ехали грузовики. По данным колумбийских газет тех дней, на плантацию одновременно собралось до 5000 человек. Из Пальмиры, из Кали, из соседних муниципалитетов. С лопатами, кирками, голыми руками. Некоторые приехали семьями. Копали круглосуточно. Полиция и армия приехали. Посмотрели на 5000 человек с инструментами. Отступили. Людей было слишком много. На раскопках произошло убийство. 1 человек погиб в схватке за участок. За несколько дней из земли вынесли около 4 тонн доколумбовых артефактов. Это не метафора. 4 метрические тонны предметов, пролежавшие в земле почти 2000 лет. Большую часть переплавили прямо на месте или продали скупщикам в тот же день. Музей золота в Боготе успел выкупить около 150 предметов, буквально вырывал их из рук, предлагая живые деньги немедленно. Когда ученые получили, наконец, нормальный доступ к месту, увидели разоренный некрополь. Но и того, что осталось, хватило, чтобы изменить историю. Культура Малагана-Сонсуит. 300 лет до нашей эры, 300 лет нашей эры. 600 лет существования. Прежде полное забвение науки.
До октября 1992 года о ней не знал никто. Золото Малаганы делали иначе, чем у соседних культур. Маски с геометрическими узорами, статуэтки с преувеличенными чертами, украшения с мотивами, которых нет ни у Кимбайя, ни у Муиска, ни у кого другого. Свой стиль, свои образы, своя иконография. Эти люди создали нечто самостоятельное и исчезли с исторической сцены, оставив след только в земле. Все, что они сохранили, все свое золото, все свои тайны, ушло за 3 дня. Что они думали, во что верили, как выглядела их жизнь, почти все теперь в расплавленном металле где-то на рынке. Или в частной коллекции без адреса, без имени, без истории. Архив цивилизации сгорел в Тиглях. Южная Америка – не место для неторопливой прогулки с металлоискателем. Это место, где земля открывается сама, когда приходит время. Иногда через ковш экскаватора, иногда через дренажную канаву, иногда через трактор, который проваливается в яму на плантации. 15 историй. Тракторист в тростнике. Рабочие с лопатой под полом. Газопроводчики в Лиме. Строители в Мараньяне. Под каждой из них тысячелетия, которые никто не искал. Которые просто ждали. Одни находки спасли, другие нет. Одни переписали учебники, другие растворились в огне Тиглей в ту же ночь. В описании прямые ссылки на официальные страницы музеев, где можно посмотреть фотографии реальных предметов из этого выпуска. На золото Кимбайя, на маски Сикана, на гробницу Сипана, на мумии Чинчоро. Все настоящее. Посмотри на эту карту иначе. В Европе кладоискатели выходят с металлоискателем в поле, и это легально, это досуг, это хобби. В Южной Америке другая реальность. Здесь нельзя просто так пройти с прибором по полю, потому что нет пустых полей. Здесь каждый клочок земли либо обрабатывается, либо принадлежит общине, либо уже стоит на культурном слое. И металлоискатель тут, честно говоря, не нужен. Земля сама дает знать, когда время пришло. Одни истории из этих 15 закончились тем, что наука что-то успела, другие — нет. Это не обвинение конкретным людям, это статистика того, как работает история в условиях бедности, слабого закона и богатой земли. Напиши в комментарии, какая история удивила больше всего. Интересно, совпадут ли ответы?